Привет, друзья! Это одна из самых известных задач из СССР на факультативах в восьмом-девятом классе. Обязательно ее рассматривали при подготовке к районным, городским олимпиадам. На гипотенузе прямоугольного треугольника с катетами 3 и 4 построен квадратик. И нужно найти расстояние от центра этого квадрата до вершины прямого угла. Вот длину отрезка СО вам предстоит найти. Ну что ж, делайте стоп, попробуйте решить эту задачу. Многие, конечно, знают решение, но я покажу два решения очень красивых, самых коротких, самых ярких. Присоединяйтесь, поехали. Итак, первое – это теорема Птолемея, которая недавно у нас была. Я сразу скажу про теоремку. Если в окружность вписан четырехугольник, то произведение диагоналей равно сумме произведений противоположных сторон. Найдите здесь ошибку. Ай-яй-яй, наборщик казаков. АС плюс БД. Ну, я думаю, так лучше запомнится. Все. Итак, теорема Птолемея сформулирована. А где же здесь окружность, где теорема Птолемея? Давайте последовательно. Это 3 и 4 хотя бы могли быть А и Б. Гипотенузу находим быстро, а Б равно 5 по теореме Пифагора. Я напомню, что мы ищем длину отрезка СО, ОС. Ну и понятно, что все здесь проведут вот такие половинки диагонали этого квадрата. Вот так. Диагонали квадрата взаимно перпендикулярны, значит, здесь точно прямой угол. Ну и по теореме Пифагора мы быстро находим, что ОА и ОБ равны 5 делить на корень из двух. Но поскольку задача слегка олимпиадная, то я не буду заниматься теоремой Пифагора, это уже сами. 5 делить на корень из двух. И кто теперь видит вписанный четырехугольник? Поскольку угол С плюс угол О – это 90 плюс 90 градусов, то есть 180 градусов. Это признак того, что около этого четырехугольника можно описать окружность. Давайте я ее опишу как-нибудь так, вручную. Получится или нет, не знаю. Ну вот до половинки дошел. Теперь вторую половинку нарисую. О, описал окружность. Ну и теперь теорема Птолемея. Итак, АБ умножить на СО, то есть по теореме Птолемея, АБ умножить на СО, то есть произведение диагоналей, равно сумме произведений противоположных сторон. АС умножить на ОБ плюс АО умножить на СБ или СБ на АО. Ну, давайте подставлять, что у нас получается. АБ – это пятерка. СО нам нужно найти. Как классно. АС 4, ОБ 5, деленное на корень из двух. Ну, там знак умножить закрасился. Плюс СБ это 3 умножить на 5, деленное на корень из двух. Ну, собственно, и красота. На пятерке можно сократить обе части. Верно? Что остается? Остается, что СО будет равно 4 делить на корень из двух плюс 3 делить на корень из двух. Очень даже симпатично. Приводим к корню из двух, так, к общему знаменателю. Получается 4 плюс 3. Давайте доведем до общего вида, избавившись. У нас получится 4 плюс 3 умножить на корень из двух, и все деленное на 2. Ну, в данном случае 7 корней из двух, деленное на 2. Это и есть ответ на вопрос нашей задачи. Нашли? Нашли. Все, этот отрезок 7 корней из двух, деленное на 2. Давайте я красным жирным это нарисую. 7 корней из двух, деленное на 2. Все, это ответ. Ну, как вам теорема Птолемея? Работает? Ну, как часы. А теперь второй способ. Второй. Все удаляю. Теорему Птолемея может удалить. Давайте удалю, чтобы не смущало. И будем решать, как будто мы доказываем теорему Пифагора. Либо по мотивам вчерашней задачи. Кто помнит, вчера в задаче какой был способ у нас? Один из способов.
Ну, там вписать что-то в квадрат, достроить до квадрата. И вот здесь треугольник АБЦ мы достраиваем до квадрата. Ну что, буду пробовать. Вроде бы вот так, да? Вроде бы вот так. Вроде бы вот так, да? И вроде бы вот так. Но получилось нормально. Нормально. Как я достроил до квадрата? По-моему, всем понятно. Получилось это 3, это 4, это 3, это 4, это 3, это 4, это 3, это 4. Вот так мы и достроили до квадрата. Вот. Квадрат имеет сторону 7. Это 7. И это 7. Нетрудно доказать, что наша наш отрезок СО будет лежать на диагонали этого квадрата. То есть, если мы продолжим, у нас получится точно диагональ квадрата. Давайте дам буквы какие-нибудь. F, P, T, которые я не использовал. И скажу, что C, F, P, T квадрат. Его диагональ CP будет равна А корней из двух, либо ct корней из двух, то есть 7 корней из двух. Ну, а наше СО будет равно 1/2 этой диагонали CP и 7 корней из двух, деленное на 2. Ну вот, единственный момент здесь доказать, что СО лежит на диагонали, но мы это опускаем, пишем ответ, и два классных решения я вам показал. Ну и хочу дать вам домашнее задание. А вот какое домашнее задание? А попробуйте найти расстояние от центра квадрата до вершинки С, если квадрат построен по другую сторону от гипотенузы. То есть квадрат находится вот здесь. О, вот так, вот так и вот так. О, квадрат находится здесь, и где-то же есть его центр. И вот надо найти расстояние от центра О1 до вершинки нашего прямоугольного треугольника. То есть ДЗ О1С найти при тех же данных 3 и 4. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.